Вам говорят, так нельзя, не получится, а вы не верьте. Лучше возьмите и проверьте. А для начала посмотрите вот это видео. Но для того, чтобы это видео было доступно для понимания каждому, в том числе совершеннейшему новичку, необходим небольшой экскурс в научную орхидейную терминологию. У большинства известных нам орхидей два типа ветвления побегов или два типа нарастания побегов – моноподиальный и симподиальный. При моноподиальном нарастании побега прямостоящий или лазающий побег ежегодно нарастает в длину, образуя листья у своей верхушки и корни при основании. Соцветия образуются из боковых почек, закладывающихся в пазухах листьев. Одни орхидеи с моноподиальным нарастанием побегов высокие, с регулярно расположенными вдоль стебля листьями, например, ванды, а другие компактные и приземистые, с небольшим количеством листьев, например, фаленопсисы. Важно запомнить, у ванд, фаленопсисов и их межвидовых гибридов моноподиальный тип нарастания побега. Исключая половой или семенной способ деления орхидей, который в домашних условиях достаточно сложный для новичков, орхидеи моноподиального типа ветвления проще размножить с помощью деления ствола или деток. Детки у моноподиальных орхидей, будем называть их именно так, чаще всего образуются из боковых меристем на стволе и на цветоносах. И вот тут начинается то самое. Так не бывает. Так не бывает. Детка на цветоносе не может вырасти и зацвести за 3 месяца. Так не бывает. У детки фаленопсиса, которая сама меньше мизинца, не может быть своей детки. Так не бывает. Бывает. Еще как бывает. Я представляю вам две самые невероятнейшие истории образования деток у фаленопсисов от зрительниц канала «Классика орхидейного жанра». Первая история от Марии. У нее детка, утратившая вершинную меристему, образовала свою микроскопическую детку. Этот вопрос очень часто задается в комментариях под видео. Зрители спрашивают, сможет ли детка, утратившая возможность роста вверх, дать собственную детку и продолжить жизнь. Мне говорят, пишут зрители, так не бывает. А так очень даже бывает. Давайте послушаем Марию. Детка на детке. Вот такая вот красотка с одним функционирующим корнем, два корешка там, вообще непонятно, что с ними, их не видно, тара большая. И что вы думаете? Вот она, которая когда-то 2 года, год назад она сгноила свой серединный лист. Вот он, там все отсохло. Так она у меня простояла, наверное, где-то, год. Просто рос вот этот вот корешочек, который уже сейчас очень длинный. И что мы видим? Это просто детка на детке. Малюсенькая. Это называется «Как я хочу жить». Как сильно, точнее, я хочу жить. Следующая история из Одессы от Татьяны еще более невероятная. Фаленопсис с сортовым названием Стелленбош не только одновременно образовал 2 детки на одном цветоносе, но и обе детки одновременно зацвели без образования цветоносов. Каково? Если вам говорят, этого не может быть, такого результата не может быть всего за 4 месяца дома, вы не верьте. Посмотрите видео Татьяны. Ни 1 грамма химически синтезированных препаратов. И вот такой восхитительный результат.
Здравствуйте, меня зовут Татьяна Аврамова. Я из Одессы, и это моя история о чудо-детках. Сорт орхидеи Стелленбош. Это орхидея, точнее 2 орхидеи в семейной посадке попали ко мне 6 июля этого года, 23-го, цветущими. И в конце июля я их посадила вместе 2 куста, сделала семейную посадку. И к 15 августа, где-то к середине, получается, они отцвели. А через месяц, к середине сентября, проснулись верхние 2 почки меристемные и стали стремительно развиваться. По мере развития стало ясно, что развиваются детки. Одновременно 2. Верхняя развивалась быстрее, нижняя чуть медленнее, и одновременно с листьями появилось 2 бутона. То есть 2 листика, и под ними, под каждым из них из пазух вышло по 1 бутону. 6 октября один из бутонов на верхней детке отсох. Левый, вот если смотреть, я показываю. То есть там под листиком был еще 1 бутон. Он отсох, а правый доразвивался и зацвел. Но через некоторое время полез еще 1 бутон над листиком. Получается закономерность простая. Под листом и над листом есть бутоны. Вторая детка растила 1 бутон и раскрыла 1 бутон. Пока видно, что лезет маленький листик, еще 3-й, но бутон будет видно потом, вылезет или нет. То есть закономерность сохраняется или нет. Но у первой детки она сохраняется. 20 октября появился первый корень у верхней детки. Сейчас 9 ноября, у верхней детки 2 корня. И у нижней детки 2 1 маленький корешок. Итого, если подытожить, всего распустилось 3 бутона. 4-й пока что развивается. И был 5-й, который отсох в самом начале, вот его место. Вот тут он крепился. Что я делала для того, чтобы получить такие чудеса? Ну, я обработала 1 раз алоэ, просто почки. И все. Больше ничего не делала такого странного. Когда показала тут в местных чатах, даже местным архаманам, никто не верил, что так само по себе может произойти. Обязательно, скорее всего, вы чем-то мазали, какую-то пасту накладывали, или ее чем-то закормили, перекормили. Ну, в общем, разные есть мнения действия одного применения алоэ. Чистый сок, дефростированный, замороженный и потом выдавленный. Намазала кисточкой просто и все. Таким образом, всего за 4 месяца дома вместо 1 фаленопсиса Стелленбош у Татьяны стало сразу 3. А вам когда-нибудь доводилось видеть подобное чудо? Напишите об этом в комментариях. И помните, каждый комментарий очень важен для канала. Ну а теперь к чудесам из области «Так не бывает» в мире симподиальных орхидей. Орхидеи с симподиальным нарастанием побегов обладают ползучим корневищем, которое соединяет псевдобульбы. Псевдобульбы представляют собой утолщенный стебель, от которого отходят листья и цветоносы. Из расположенной при основании псевдобульбы почки ежегодно вырастает новый отрезок корневища, на верхушке которого образуются новые псевдобульбы. Принято считать, и так абсолютно везде говорят, что симподиальная орхидея не зацветет, пока не нарастит себе минимум 3, а лучше 5 псевдобульб. Так ли это? 3 совершенно разные истории, но с одинаково прекрасным результатом. Оставайтесь на канале.
С наступлением весны, а точнее в апреле этого 2023 года, я принялась за новые исследования или новые эксперименты с симподиальными орхидеями. На ваших экранах зигопиталум, а точнее еще не сформированный в псевдобульбу единственный побег зигопиталума. Этот один единственный молодой побег был специально отсажен для меня в качестве эксперимента, ведь принято считать, что такие несформированные псевдобульбы или молодые побеги не жизнеспособны в отдельных посадках. Но уже к концу апреля я отчиталась перед дарителем и сказала, что подле молодого побега образовалось два еще более молодых. В целях чистоты проводимого эксперимента я абсолютно ничего не меняла в посадке. Ни субстрат, ни мох на субстрате, ни емкость, которая была слишком большой для единственного побега. Содержала зигопиталум в этот период я очень влажно, если не сказать мокро. Настолько мокро, что кукушкин лен, который был уложен кольцом поверх посадки зигопиталума, пророс. В нашем одноименном телеграм-канале я уже рассказывала, что мох кукушкин лен не рекомендуется добавлять в посадки орхидей. При влажном содержании этот мох гниет, а при разложении выделяет ядовитые вещества. Если вы хотите узнать больше о том, какой мох рекомендуется добавлять в посадки к орхидеям, добро пожаловать в наш телеграм-канал. Ссылку на канал я оставлю в описании к этому видео и в первый закрепленный комментарий. Многие из вас наверняка не знают, что симподиальные орхидеи в большинстве своем являются гемиэпифитами. Это значит, что эволюционно они приспособлены жить в двух диаметрально противоположных условиях. Они чувствуют себя комфортно, имея дело как с бедностью, так и с избытком питательных веществ. Симподиальные орхидеи абсолютно не нуждаются в прозрачных емкостях или горшках. Тем не менее, если вы новичок, я очень рекомендую вам посадить свои первые симподиальные орхидеи именно в прозрачные горшки. Так вам будет проще контролировать корневую систему и наблюдать за нею. Что бы ни говорили, но субстрат для симподиальных орхидей тоже можно подбирать совершенно разный, в зависимости от условий вашего региона. Если живете в условиях жаркого и сухого климата, добавляйте больше влагоемких компонентов субстрата и наоборот. В данном случае основой субстрата является кора хвойных пород деревьев средней фракции 9-12 мм. Кроме того, в субстрат добавлен мох, глиняный гранулят и дренажный камень. Запоминайте, во время активного роста всем симподиальным орхидеям нужно много воды. К концу мая в основании первого появившегося у меня дома молодого роста появилось новообразование. Напомню, эксперимент начался в первых числах апреля, и орхидея в моих домашних условиях на тот момент находилась всего около 2 месяцев. Еще через 20 дней стало понятно, что это нечто цветонос. Неужели молодая, недавно разделенная орхидея, плохо укорененная, может процвести? Не верим, сказали скептики, она засушит бутоны. Но орхидея не только не засушила бутоны, но и продолжила рост второго побега. Ровно в 3-месячный юбилей пребывания дома зигопиталум начал распускать первые цветы. Для меня это цветение тоже было полнейшей загадкой, ведь для эксперимента делился уже отцветший и непроданный зигопиталум. Еще через полмесяца все цветы распустились, расправились, набрали нужный размер и правильный цвет. К моему великому сожалению, полный распуск зигопиталума выпал на самый пасмурный и темный период лета, и заснять солнечные кадры мне не удалось. «Отцветет и помрет», снова сказали скептики, определив будущую судьбу орхидеи.
«Не верь им», — сказала мне орхидея и выпустила еще по одному новому росту от тех, которые выросли у меня дома. И теперь в этом горшочке вместо одного невызревшего побега 3 вызревших бульбы и 2 новых роста. И все это выросло и успело процвести всего за 7 месяцев содержания орхидей в моих домашних условиях. История 2 других героинь сегодняшнего видео тоже началась не во Владивостоке, а в другом городе. Орхидеи были подарены мне зрительницей нашего канала из города Кемерово Татьяной Егоровой. И в месте отправления, и в месте получения в это время стояла невероятная жара. И когда я открыла посылку, я будто открыла дверь сухой сауны. Вариант цветения первой симподиальной орхидеи Мильтонии нам был известен, ведь это отделенная часть растения Татьяны. Будучи недавно отделенной специально для меня, орхидея решила в скорости зацвести и порадовать цветением меня. Поскольку после деления орхидея даже не успела закрепиться в посадке, а болталась в горшке, я укрепила ее мхом. Я уложила мох плотным слоем поверху субстрата, тем самым очень хорошо закрепив орхидею в посадке. Несмотря на полученный тепловой удар, орхидея все же распустила свои цветы. На мой взгляд, процесс распуска первого цветка у вас дома самый волнительный и самый трогательный. Орхидею Мильтония еще называют орхидея Анютины глазки. А все потому, что цветы некоторых мильтоний необыкновенно похожи на цветы анютиных глазок или виолы. После распуска первого цветка я долго думала, что мне это напоминает, и, наконец, вспомнила, когда увидела вот эту полянку. Ну, конечно, анютины глазки, только в размере в несколько раз больше. Вот тут надо отметить, что все симподиальные орхидеи, о которых я сегодня рассказывала, ароматные. У всех абсолютно есть аромат. При небольшом количестве цветоносов аромат очень даже приятный. Но когда цветоносов много, больше 3, аромат вынести невозможно. Впечатление, что в парфюмерном магазине разбили бутылек с очень стойким, сильным и сладким ароматом. Я не могу выносить долго такой обонятельной атаки и чаще всего выношу симподиальные орхидеи, цветущие на большое количество цветоносов, на открытый балкон или в другую комнату. Но я снова отвлеклась от заданной темы. Вторую орхидею, неизвестную, которую в магазине принято называть камбрией, и я пересадила, потому что она буквально вывалилась из горшка. Все растение, купленное по уценке, состояло из одной вызревшей бульбы и побега возле нее. Я посадила орхидею в очень маленький прозрачный горшок по размеру корневой системы. Для удержания воды и вглубь посадки, и поверх субстрата я уложила живой мох, способный к прорастанию. О том, какие мхи я использую для посадок орхидей, я тоже рассказываю в своем телеграм-канале. И если вы еще не присоединились к нему, добро пожаловать! Ссылка в описании под видео и в первом закрепленном комментарии под ним. Все лето неизвестная камбрия вместе со своей подружкой по посылке содержалась на открытом балконе юго-восточной ориентации, поливалась дождем и вовсю жарилась на открытом солнце. С наступлением осени неизвестная орхидея, состоящая из одной бульбы и одного нового побега, выпустила цветонос. По мере формирования цветоноса новый побег оформился в здоровую, крепкую и плотную псевдобульбу. И вот в начале ноября неизвестная камбрия зацвела, а сегодня распускается последний из 11 бутонов. Вот такой красавчик или красавица, я даже не знаю, как назвать, распустился у нас на канале, классика орхидейного жанра. Каковы же выводы из моих исследовательских экспериментов?
Симподиальные орхидеи способны зацветать даже при наличии одного побега. Не обязательно ждать несколько лет и наращивать большую куртину. Если вам говорят именно так, не верьте. Причина нецветения симподиальных орхидей в другом, и их несколько. Самая главная причина – это, конечно же, недостаток света. Симподиальным орхидеям в большинстве своем нужно обязательно несколько часов прямого солнца в день. Вторая причина – недостаток воды. По-прежнему большинство любителей орхидей предпочитают пересушивать свои орхидеи. Бульбы съеживаются, скукоживаются. Какое тут цветение! Тут бы выжить! Третья причина – слишком большой посадочный горшок, гораздо большего размера, чем размер корневой системы растения. Исправив эти 3 главные ошибки, вы наверняка получите цветение в самом скором будущем. Надеюсь, информация этого видео оказалась для вас как минимум интересной, а как максимум полезной. Ну а теперь мне осталось лишь напомнить вам, что 21 минуту вы провели на канале «Классика орхидейного жанра». И если это видео вам понравилось, если вы захотите вернуться на канал вновь, поставьте, пожалуйста, пальчик вверх под видео, подпишитесь на канал. Если раньше вы этого не сделали, жмите на колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о выходе новых видео. И оставайтесь со мной, ведь впереди у нас очень много интересного.